«Сынок!» Раздался тихий, взволнованный голос, и Марк резко обернулся. Никто никогда не обращался к нему так. После того, как мать отказалась от него в роддоме, он мог лишь мечтать о тепле материнских рук. Но даже усыновить его никто не захотел. Слабый и болезненный малыш не интересовал даже те семьи, которые долго ждали возможности взять ребенка. В детском доме Марка называли гадким утенком, но, как в сказке, он сумел расправить крылья и превратиться в прекрасного лебедя. Неподалеку стояла женщина, аккуратная, но одетая скромно. Несмотря на свой возраст, ее волосы были уже поседевшими, а у глаз виднелись глубокие морщины. «Вы ошиблись. Вы меня с кем-то перепутали», — покачал головой Марк. «Материнское сердце не обмануть. Я не могла перепутать тебя с кем-то другим. Ты мой сын. Я искала тебя очень долго и вот, наконец, нашла. Пожалуйста, дай мне шанс объясниться и покаяться перед тобой», — умоляла женщина. Почему она появилась именно в тот момент, когда Марк уже перестал надеяться? Это было непонятно. Как и другое, действительно ли это его мать? Как она могла это доказать? «Я уверен, что вы меня с кем-то спутали. Мне сказали, что моя мать умерла при родах». Незнакомка заплакала. Она громко всхлипывала и мотала головой, словно в истерике. «Все не так. Совсем не так. Я не умерла. Все это время я искала тебя. Я горько пожалела о своем решении оставить тебя в детском доме. Мне пришлось преодолеть много трудностей, но вот теперь я вижу тебя». Марк решил, что раз эта женщина так настойчиво называет себя его матерью, он может дать ей шанс объясниться. Он пригласил незнакомку к себе в квартиру и налил ей горячий чай. Елена Викторовна начала рассказывать свою историю. Она говорила о том, как узнала о своей неожиданной и незапланированной беременности, как весь мир отвернулся от «время для слез», казалось, пришло. Но желания не было. Можно ли сочувствовать, когда сам оказался жертвой? Глупая и напуганная, я не знала, что делать. Уверенная, что не справлюсь и только наврежу тебе, я решила отказаться от своего сокровища. Я не должна была этого делать. Каждый день корила себя, проклинала за это. Моя жизнь не сложилась. Я не смогла обрести покой, потому что не могла забыть лицо своего малыша. Знаю, что тебе трудно поверить, но у тебя есть родимое пятно на шее в виде звезды. Я так четко его запомнила. Каждый раз видела во снах и слышала твои укоры. Теперь я нашла тебя и хочу все исправить. Время не вернуть, но можно сделать что-то значимое сейчас. У Марка действительно было родимое пятно, но кто знает, на самом ли деле перед ним его мать, или просто человек узнал о пятне и решил выдать себя за близкого, чтобы получить какую-то выгоду. «Елена Викторовна, простите меня, но я уже взрослый человек. Мне трудно верить на слово. Родимое пятно – это не доказательство». Если вы действительно хотите лучше узнать меня и исполнить свой долг как мать, давайте сделаем анализ ДНК, чтобы удостовериться в родстве. Жизнь научила Марка быть осторожным. Сколько раз он сталкивался с мошенниками. Если бы он был чуть глупее, то давно остался бы ни с чем. Елена Викторовна не отказалась. Она сказала, что понимает чувства сына, и согласилась пройти тест. Женщина вела себя как мать, виновная в бедах сына, и это причиняло Марку боль. Он не так представлял встречу с матерью. Раньше думал, что если она снова появится в его жизни, то постарается понять и простить, обнимет ее и скажет, что ждал, но годы изменили его. Теперь Марк не нуждался в матери и родительской опеке. Он вырос и понял, что если бы был нужен, его могли бы найти раньше. Анализ ДНК подтвердил, что Елена Викторовна действительно является матерью Марка. Как реагировать на эту правду, он не знал. С одной стороны, ему хотелось радоваться, а с другой – какая радость встретить мать в 20 лет и не знать, как подойти к ней, ведь они были совершенно чужими людьми. Видя, что Елена Викторовна старается и хочет ближе познакомиться с сыном, Марк пытался отвечать ей. Он познакомился с ее семьей,
отчимом и младшим братом. Сказать, что он был в восторге, нельзя, ведь они тоже были чужими. Узнав, что у него есть брат, Марк не почувствовал ничего особенного. Он порадовался, что хотя бы один ребенок растет с матерью, но на этом все. Марк стал корить себя, думая, что, наверное, он какой-то неправильный, ведь не радуется тому, что обрел семью, а только сокрушается. Он не знал, как правильно себя вести. «Слушай, Марк, твоя мать сама виновата в том, что так вышло», — сказал его друг из детдома Иван за кружкой бодрящего напитка. «Ну а что? Если бы моя появилась, я бы сразу отправил ее в далекое пешее. Мы уже не те дети, которые сидели и ждали у окна. Выросли, сами встали на ноги. Так какой смысл в появлении матери теперь? Сам не знаю. Мне не хочется ее обижать, но я понятия не имею, как правильно себя вести. Воспитательница из детдома мне гораздо ближе родной матери, и я ничего с этим не могу поделать». Понимаю, что с какой-то стороны это неправильно. Иван только махнул рукой. Ему не хотелось видеть страдания друга, но как поднять ему настроение, он не знал. «Ты не находишь странным, что твоя мать вдруг появилась в твоей жизни? Она пришла неожиданно. На твоем месте я бы был осторожнее. Человек, который действительно искал и осознал свои ошибки, нашел бы тебя гораздо раньше. Я в этом уверен. Если так, значит, у нее есть какой-то мотив». Марк не понимал, какой может быть мотив. У него не было больших богатств, и в целом он не имел ничего, кроме квартиры, которую получил после выхода из детского дома. Он совмещал учебу с подработками и еле сводил концы с концами. Зачем было искать его сейчас? Елена Викторовна не собиралась отступать. Она стала часто навещать сына, приносила ему домашнюю еду, интересовалась, как прошел его день, не нуждается ли он в чем-то. Разве не так должна проявляться материнская любовь? Марку хотелось бы ощутить это и ответить взаимностью, но как бы он ни старался, он видел перед собой чужого человека. Постепенно, маленькими шагами, Елена Викторовна смогла проникнуть в сердце сына. Она говорила, что не станет торопить события и требовать от него любви, тем более. Однако в его груди зародилось странное, теплое чувство. Понадобилось несколько месяцев, чтобы привязаться к матери и перестать воспринимать ее как чужую. Постепенно Марк начал общаться и с младшим братом, но у них не было общих интересов, поэтому разговоры быстро заканчивались. У него появилось желание подружиться со всеми и стать частью их семьи. Марк уже не был так категоричен в отношении матери. Он понимал, что у каждого человека должно быть право на второй шанс. Если его мать хотела исправиться, он должен был это позволить. Марк пытался сблизиться с новой семьей, хотя это давалось ему с огромным трудом. Однажды, прогуливаясь с матерью по торговому центру, Марк заметил, что она ведет себя странно, принимает какие-то таблетки и часто присаживается, чтобы отдохнуть. «Что с тобой? Ты неважно себя чувствуешь. Может, лучше вернуться домой?» — предложил Марк. Он чувствовал себя виноватым, ведь мать пригласила его прогуляться, чтобы помочь выбрать новую одежду на осень. «Нет, все в порядке. Я уже привыкла. Быстрая утомляемость — это всего лишь следствие болезни. Мне осталось немного времени, но я очень рада, что смогла найти тебя и раскаяться в своих грехах». Услышав слова Елены Викторовны, Марк почувствовал жгучую боль. В груди появилось неприятное жжение, а глаза заполнились слезами. «Что значит, тебе осталось недолго?» Парень не сводил взгляда с матери. «Мне не хотелось это говорить, но я не могу тебя обманывать. Я больна. Врачи отказываются делать операцию. Говорят, что это слишком рискованно и может не дать результата. Я нашла только одного хорошего хирурга в столице, который согласен сделать мне операцию на сердце, но для этого нужны большие деньги, а у меня их нет. Поэтому я живу столько, сколько мне отведено судьбой, и не надеюсь на большее. Я рада, что хотя бы смогла увидеться с тобой и попросить прощения. Но это неправильно. Нельзя сдаваться и опускать руки», — попытался возмутиться Марк. «Конечно, ты прав. Это неправильно. Но что я могу сделать? Ничего не изменить, сынок.
Просто смирись с этим. Мы с тобой встретились. Это важнее всего остального». Марк задумался. Он только что нашел мать и не хотел ее терять, а она так легко приняла свою судьбу и, похоже, даже не собиралась бороться. Разве это правильно? Можно взять кредит в банке. Такую сумму нигде не дадут, отрицательно покачала головой Елена Викторовна. Не переживай. Все, я отдохнула. Пойдем дальше? Несколько дней Марк размышлял над словами матери. Встретившись с ней снова, он спросил, сколько денег нужно, может ли он как-то помочь. «На самом деле есть способ, но кто я такая, чтобы просить тебя об этом?» Елена Викторовна виновато опустила голову. «Если ты настаиваешь, продай квартиру и оплати мне операцию. Жить можешь с нами, с братом в одной комнате». «Продать квартиру?» Об этом Марк даже не думал. Он не знал, может ли так распорядиться имуществом, полученным от государства. Нужно было встретиться с риэлтором и уточнить все детали. Он хотел помочь матери, даже если лишится своего жилья. Договорившись с риэлтором о встрече, вскоре Марк показал квартиру первым желающим ее купить. Они пообещали подумать, но уже вечером позвонили и сказали, что готовы купить квартиру. Марк был счастлив. Он поехал к матери, чтобы поделиться с ней этой новостью. Дверь в квартиру оказалась не запертой, даже приоткрытой, как будто кто-то нарочно оставил ее такой, возможно, чтобы проветрить. Войдя, Марк услышал напряженный разговор Елены Викторовны с мужем. Как долго он будет тянуть? Ему мать совсем не жалко. «Плохого сына ты родила, на меня кредиторы давят. Нужно скорее погасить задолженность. Уверена, что скоро он принесет нам деньги. А когда это случится, мы попрощаемся с Марком. Пусть выживает как хочет. Я никогда не испытывала к нему материнской привязанности, была рада избавиться от него. А сейчас так сложно притворяться. Разыгрывать любящую больную мать. Отвратительно. Вот и поторопи его. Притворись, что тебе совсем плохо. Пусть снизит цену на свою квартирку». Марк все осознал и понял, что продолжать слушать этот разговор не имеет смысла. Сжав кулаки, он тихо ушел, позвонил покупателям своей квартиры и сообщил, что отказывается от продажи. В груди у него было так больно, что хотелось завыть, как волку. Он чуть не попался на удочку мошенников. Доверившись матери, он почти все потерял. Боль в груди разливалась, как раскаленный металл, но ему удалось ее преодолеть. Когда Елена Викторовна позвонила сыну, чтобы узнать о прогрессе в продаже квартиры, он поставил точку в отношениях, которые и не должны были начаться. Хотя это было тяжело, он больше не хотел притворяться. Его собирались выбросить на улицу как щенка, но теперь он сделал это первым. Радости не было, но, по крайней мере, он остался с крышей над головой и усвоил еще один урок. Нельзя слепо доверять людям, которые уже однажды предали. Елена Викторовна кружилась вокруг сына, пытаясь убедить его, что он все неправильно понял. Но как только она поняла, что парень не поддастся на ее сладкие слова, ее истинная натура проявилась. Крича, что она ни на секунду не пожалела о том, что отказалась от него, что никогда не примет своего сына и не назовет его таковым. Елена Викторовна хотела причинить Марку больше боли за то, что он нарушил ее планы, но для него слова такой матери больше не имели никакого значения.